Вязать я буду из полиэфирного шнура «Карамель» 5 мм. И крючок я возьму для этого шнура 6 мм. Для узора я наберу цепочку из 10 воздушных петель. И перехожу сразу к вязанию первого ряда. Вставляю крючок под перемычку первого звена. После крючка, вот первое звено, вот его перемычка. Подхватываю рабочую нитку. На крючке у меня 2 петли. Эти 2 петли я провязываю вместе. Затем вставляю крючок вот в эту ножку от одной петли из моих провязанных. Снова в следующую перемычку следующего звена. Подхватываю рабочую нитку. И теперь у меня 3 петли на крючке, и их провязываю вместе. Снова вставляю крючок в ножку предыдущей петли. Перемычку от наборной цепочки. Подхватываю рабочую нитку и 3 петли провязываю вместе. Фактически я вяжу обычный столбик без накида, только я подцепляюсь еще к ножке предыдущего столбика. Продолжаю так до конца ряда. Последнее звено в этом ряду у меня это не узелочек, это всегда последнее звено. Вставляю здесь точно так же крючок в перемычку, подхватываю рабочую нитку и 3 петли провязываю вместе. Вот таким получается первый ряд. Теперь, если вы помните, мы набирали 10 воздушных петель. И давайте считать диагональки. Вот это не диагональка. Вот они, диагональки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И получаем точно так же 10 диагоналек. Перехожу к вязанию второго ряда. Разворачиваю вязание так, чтобы моя нить ушла наизнанку. То есть я не разворачиваюсь через лицо. Видите, тогда нитка уходит на лицо. Я разворачиваюсь через изнанку, и нить ушла наизнанку. Дальше я буду вязать изнаночными петлями. Точно так же. Вот у меня есть первая петля. Вот она, первая косичка. Вставляю крючок уже с обратной стороны. Ну, как бы я делаю изнаночную петлю. Я вставляю под косичку и еще подхватываю вот эту нить. Давайте я уберу нитку, чтобы было видно. Вот так у меня выходит крючок с изнаночной стороны. Подхватываю рабочую нитку, 2 петли на крючке, провязываю их вместе. Опять вставляю крючок в ножку второй петли из этих, вот так. Снова вставляю крючок в основание, в косичку и в перемычку, вот сюда. Подхватываю рабочую нитку. И 3 петли на крючке я провязываю вместе. Опять в ножку последней петли. В основание, в косичку и подхватываю еще вот эту перемычку. Так просто будет узор красивее и плотнее. И все петли провязываю вместе. Вяжу так до конца ряда. Предпоследняя петля в этом ряду. И вот она последняя. Ее нужно сделать в подъемную и вот здесь вот еще ниточку подхватить для красоты. И снова 3 петли вместе. Опять, если пересчитать диагональки, их должно быть опять 10. Третий ряд опять лицевой и опять вяжется по лицевой стороне. Вставляю крючок в первую косичку. Вот, я думаю, видно. От крючка открытая петля на крючке и вот первая косичка от крючка. Я вставляю крючок не только в нее, не вот так, а еще подхватываю снизу, вот, перемычечку. Подхватываю рабочую нить и 2 петли провязываю вместе.
Это у меня первая петля. Я дальше могу считать, могу не считать. Следующую точку подхватываю 3 петли вместе. То есть точно так же. Вторая петля получилась, да? Опять в ножку подхватываю, в основание. Вяжу так до конца ряда. Опять-таки у меня должно быть 10 петель, включая вот эту первую. Здесь нужно считать количество петель в ваших поворотных рядах, потому что очень легко можно не сделать одну или наоборот связать чего-то лишнего. И вот я дохожу до последней петли в ножку. И вот она, последняя петля, она была подъемной в предыдущем ряду. Здесь вставляю вот в эту косичку, и там вот еще ниточка. Вот, смотрите, ее видно. Раз, два. То есть подхватываю 2 ниточки этим движением и провязываю. Ну а следующий ряд опять изнаночный. Точно так же разворачиваюсь, так, чтобы нитка ушла на изнанку, не по лицу. Вставляю опять крючок в косичку, в перемычку, подхватываю нитку, делаю первую подъемную петлю, ее я считаю. Дальше в ножку, в косичку, в перемычку, делаю вторую петлю и вяжу еще 8 петель до конца ряда. Предпоследняя петля в этом ряду. Вот сюда в косичку, в перемычку, не забывая подхватить ножку предыдущей петли. И последняя петля в этом ряду. Опять подхватываю ножку. Ее я делаю в подъемную петлю предыдущего ряда. Тоже ищу здесь 2 ниточки. Вот раз ниточка и вот 2. То есть вот раз, 2. 2 ниточки я подцепила. Вывожу петлю и 3 петли провязываю вместе. И дальше у меня снова идет лицевой ряд. Помните, что разворачиваться нужно не по лицу, не вот так тащить нить, а нить всегда мы поворачиваем по изнанке. Вяжу, повторяю свой лицевой и изнаночный ряд на нужную мне высоту. И вот такой узорчик, елочка или паркет получается у меня. Он довольно плотный. Очень хорошо подойдет для различных сумочек или, может быть, квадратных корзинок. Если вам понравилось это видео, то не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.